10 евро стоит, но я сам готовлю себе. Красиво. Всем привет. Едем в отпуск на юг Португалии, в Альбуфейру. Как тебе автобус? Красивый. Остановились на перерыв. Вот такая приятная рестерия, где можно отдохнуть в пути. И это самое прикольное, что я вспомнила. У нас, когда едешь на машине вдоль дороги, ни хрена, ни мусорки, ничего нету. А здесь просто можно сортировать. Раздельный сбор мусора из Лиссабона стоит всего 8 евро билет на вот этом фликсбасе. Очень чистый, аккуратный, комфортный. В принципе, пока нам все нравится. Решили этот отпуск без машины, потому что прав португальских у меня пока что нет, еще не поменял. Но такси стоит недорого в Португалии. За окном такая средняя полоса. Автобус современный. У водителя даже сиденье с пневмоподушкой. У меня, к сожалению, нет. Билет на автобус можете купить на сайте Flixbus. Заселились в наш отель Топазио Vibe Beach Hotel в Альбуфейре. Такая кровать шикарная. Welcome дринки. Мы, правда, не поняли, платно это или бесплатно пока что. Отель неплохой. Телевизор. Балкончик. Стоит 55 евро в сутки в ночь. Есть бассейн. Надеемся, что он работает. Погода это не облачная. Это пылевая буря из Сахары долетела до сюда, и небо такое все в дымке. Надеемся, оно растает. Все в пылюке, ну, наверное, не видно, но прям Да. песочек такой везде. Пыль везде. Но ничего. Все, отпуск начинается. Ванная комната. Приличная. Чисто. Аккуратно. Полотенце. Фен. Все есть. У нас есть кофемашина. Целые 2 капсулы. Наверное, их будут пополнять. Вино. Но вино, кстати, мы узнали, не входит в стоимость. 20 евро бутылка вина. Недешево. В магазине такое евро 3 стоит. Мы лучше купим. Ну, кофе выпьем, естественно. Вот такой у нас есть бассейн. Скоро Катя поплывет. Шезлонги. Неплохо. Здесь, наверное, завтрак будет. Покажем. Завтрак у нас включен. Это бар. Ну и пальма. Вышли на пляж. Но выглядит неплохо. Инфраструктуры пока не очень много видно. Но мы еще не в самом центре Альбуфейра. Надо, видимо, подойти. Пришли в ресторан. Вот с таким шикарным видом заказали уже маргариту. Смотрите, какой у нас вид на океан. Прям классный. Принесли нам еду. Катя заказала фирменное блюдо. Говядина по-португальски. Но выглядит как какая-то похлебка с чипсами, если честно. Как, довольна? Безумно. Еще круче только боул, жареный во фритюре. Боул какой-то жареный во фритюре, но они все очень любят зажаривать, вот такое жирненькое, как я люблю. Ну а мне нормальный кусочек мяса. Надо, видимо, уметь заказывать еду. В общем, вкусно, мне нравится. По стоимости одно блюдо стоит в районе 20 евро. Салатик чуть дешевле. Цены такие. Как тебе, Катя? Похлебка? Кате, по-моему, похлебка не очень понравилась. Португальскую кухню мы, конечно, не рекомендуем, она не очень, но португальский портвейн, он огонь. За вас. Итого, заморили червячка на 70 евро. С таким видом. Пейзажи красивые здесь, конечно. Это маленький Авейраш-Бич. Людей немного. Можете пройтись по таким живописным дорожкам в районе Альбуфейра.
снимать видосики. Птеродактили какие-то огромные сидят. Черные. Кто знает, что это, пишите в комментариях, интересно. Неплохо здесь. Там впереди это пляж, называется Praia do Ouro. Волны усиливаются. Вот так можете поползать здесь, только аккуратно. Можно момента в море. Кактусы нашли, смотрите, какие классные, цветут. Сейчас пойдем потрогаем. Смотрите, какая красота. Кактусы цветут. Смотрите, что нашел. Пещеру. Пиратская, наверное. Вода с моря. С океана, точнее. Интересно. Ты чё, Пойдешь туда полез? в пещеру, что не сделаешь ради контента. О, там вода. Мне кажется, меня сейчас замочит. Точно замочит. Круто. Нашла Робинзона Круза в пещере. Гекконы. Это хорошо. Если есть геккон, значит нет змей. Примета тайская. Рокфолл. Кто знает, что это, пишите в комментариях. Мы пойдем посмотрим. Необычно так размыло скалу. Чаек сносит. Вот что значит сервис португальский. Лавка на скале с видом на океан. Сидишь вот так, чилишь, смотришь. Здесь тоже неплохо. И тоже лавка. Все продумано. Вот с таким видом можете посидеть. На птичек посмотреть. И на океан. Красиво. Как тебе Альбуфейра? Красивая. О, еще одна дырка. Прыгаем. Шутка. Кстати, заметили интересную особенность, что мусорок нет, но и мусора нет. То есть, получается, люди не свинячат, а уносят мусор за собой. Непривычно видеть такое. Какая-то плотина, видимо, чтобы пляж не смыло. А вот это уже начинается пляжи Альбуфейры. Вот там Альбуфейра. Мы как бы живем немного в пригороде. Сейчас вот подошли к Альбуфейре, и это ее пляжи. Сейчас все покажем, расскажем. Вот эту тропинку, конечно, рекомендуем. Кто будет в Альбуфейре, обязательно сюда идите. В солнечную погоду просто шикарно. Так, постоять, погулять, подышать морским воздухом. Пляжи в Альбуфейре, конечно, шикарные. Песочек такого слегка медного цвета. Очень необычно смотрится. Скалы эти. Дома, похоже, здесь из этого песка делают. Потому что, смотрите, вот песок, вот дом. Цвет одинаковый. Опять Перида Danger. Вышли на пляж.
но он, конечно, бескрайний. Здесь несколько пляжей идут один за другим. Это в районе Альбуфейры. Конечно, бескрайние пляжи. Людей вообще мало, но не очень жарко. Я думаю, в сезон будет гораздо больше здесь народа. Инфраструктуры пока немного, но это мы с самого края. Вот там дальше будет лифт, и я уверен, там будет больше инфраструктуры. Кафешки появляются с шикарным видом на океан. Мы в такой обедали. Блюдо в среднем стоит 20 евро на человека. Коктейль 10 евро. Вид бесценен. Песок вот такой. Мелкий ракушняк. Красивого цвета. Выглядит неплохо. Ракушки красивые попадаются. В этом рестике мы были. Вкусно, если не заказывать португальскую кухню. Зашли в ресторанчик выпить кофе с таким видом. Цены следующие. Гамбургер 8,80, чизбургер 9, тосты 3,30, 5,30, врап в районе 10 евро. В общем, обычные такие средние португальские цены. Кофе сейчас принесут, расскажу. Красивая чашечка кофе стоит 3,50 евро. Нам еще нравится, что здесь много кафешек, которые стоят прямо на песке с таким видом. Вот у нас там в районе Лиссабона, не так много таких кафе, а здесь классно в этом плане. Такой прям курорт. Не Анапа, конечно, но почти. Вот в такую гостиницу хочу, с таким видом. Неплохо так жить. Ветер атлантический подул. Замерзли слегка. Но инфраструктура нам здесь нравится. Много лавочек. Можно посидеть, побродить. Удобно. Тук-туки здесь такие забавные возят туристов. О, рыба прикольная. Памятник тунцу. Почему-то с пропеллером. Может, электричество вырабатывает. Интересно. Описание. В общем, пишут, что это сделано из старого оборудования, старого консервного завода по производству тунца. Оттуда достали все, что осталось, и сделал какой-то художник такую скульптуру. Конечно, приятные здесь такие кафешки. Вот это простенькое, но тоже такой навес. Здесь океан. Красиво. Здесь уже горы более такое желтого цвета. Вначале были медные. Цвет меняется, и, соответственно, цвет песка тоже меняется. Можно спрятаться от солнца. Ну или сходить в туалет. Идем к лифту. Вот там дальше есть лифт. Чтобы пешком не спускаться на пляж и не подниматься. Сейчас смоет собаку. Не смоет. Волны так интересно здесь идут. И большие. Вдоль набережной. Вышли в центр Альбуфейры, подходим. Здесь уже обстановочка такая поинтереснее, поприятнее. Пляжные полотенца 7,50, 8,50, 2,52, недешево. Дельфинчик с блесками Альбуфейра. Они, видимо, есть во всем мире. 7 евро. Портвейн сувенирный 7 евро. Был бы у нас дом,
Купили бы себе домой сувенир. Португальская форма, шарфики. 7,50. И с паштельками 5,50. Паштельки очень вкусные, рекомендуем. Такой туристический городок. Очень много всяких кафешек, ресторанчиков для туристов, сувениров. Сразу чувствуется такой вайб. Груша есть во всех странах мира. Магазин для португальских болельщиков. Не, так неплохо здесь. Надо будет вечером прийти. Вечером, наверное, вообще классно. Все будет активно здесь гореть, мерцать. Народу будет много. Зашли в Спар. Цены, конечно, здесь существенно выше, чем у нас, где мы живем. Вот это молоко мы покупаем за 1 евро. Здесь евро 59. Баров здесь, конечно, очень много. Улицы вымощены португальской плиткой. Такой бело-черной, бело-серой. Симпатично смотрится, но и в целом все домики у них светлые. Торговая улица, а сверху балкончики. Это, я так понимаю, жилые квартиры. Шумновато им, наверное. Думаю, жираф или розовый фламинго? Как считаете? Кого брать? Шли туннель на пляж. Выходим. Здесь уже людей побольше. Инфраструктура появилась. Вот там справа лифт. Сейчас пойдем. Здесь уже появились такие дорожки удобные. Вначале их не хватало. Ходить стало комфортнее. Места на пляже хватает. Как тебе? Отельчик такой на горе. Неплохой. Какая жесть. Идем? Нет, для нас есть лифт. Ага, мы идем на лифт. Правда, не знаем, платный он, бесплатный. Но вот можете так заняться спортом вверх по этой лестнице. Или идти вот на этот лифт. Сейчас все покажем. Лифт, но подозрительно мало людей. Обычно у таких вещей стоит очередь. Сейчас все узнаем. А не, люди есть. Но кажется, он не работает. В общем, лифт есть. Нажми кнопку. Нажали, кнопка нажалась. Там сказали, doesn't work. Но, судя по всему, он doesn't work. Да. Ну что? Фак. Фак. Вот альтернатива. Лучше идите по той дороге, потому что по этим металлическим лестницам так себе вид не очень. Ну хотя там выше уже покрасивее. Можно подняться, вид будет красивый, но лестницы вот такие суровые. Природная инсталляция. Ну что, ленивый ходит дважды. Вернулись к нашей лестнице. Спорт. ЗОЖ. Тень так резко идет, тучка. Опять лавочка с видом на океан. Неплохо. Смотрите, какой шикарный отсюда вид. Просто обалденный. Бескрайний океан и широченный пляж. А вот там есть еще выше viewpoint. Если бы работал лифт, то можно было бы туда доехать. А так пешком. Вот Альбуфейра. Опять красиво. Мы поднялись. Спасибо лифту. Классное сооружение. Работал вот так бжик. И здесь
А так вжик, минут 20, и вы здесь. Ресторанчик неплохой. О, замков кто-то навесил на счастье. Температура воды градусов 18, но португальцев это не останавливает, они все равно купаются. Но немного. Улочки в Альбуфейре. Это уже чуть менее туристические. Все белое. И домики у них, конечно, здесь забавные. Ну, точнее, это, наверное, квартира получается. Вот номер 29. Дверь. Азулежу, наверное, это. Прикольно живут. Чайка. Атлантическая. Кс-кс. Убегает. Кафешка. Цены в простенькой кафешке. Кстати, очень недорогие. 6 евро бургер. Яичница с помидорами 6,50. Очень дешево. Ой, твой breakfast, English breakfast любимый. English breakfast 5 евро. Но не уверен, что она работает. Цены какие-то совсем недорогие. Ремонт. А, понятно. Цены, наверное, прошлогодние, потому что она закрыта. Вот это уже работающий ресторан. Мы проверили. Дверь открыта. Цены следующие. Спагетти где-то я видел. Ну, паста 12 евро. Ну, то есть блюдо где-то 15, 18, 20 евро в среднем блюдо. Такие цены. Говядина 10 есть. Напитки. Зашли перекусить. Я взял по классике дабл чизбургер. Всего там 6 или 7 евро. Картошечку принесли к нему. Салат с песто. А это кто это? Расскажи. Это, я забыла, как он называется. Кальмар это на гриле, но салат не с песто, а с фетой. Салат с фетой. Ну, не важно. Кальмар на гриле. Смотрится красиво. Рожки до ножки. Расскажем, сколько это будет стоить. Также взяли винчик португальский и айриш, как кофе с виски. Ну, так себе, на любителя, мне не очень понравилось. Лучший лайфхак брать в Португалии портвейн и кафе нормал. То есть просто кофе классическое с портвейном. Вообще отлично идет. Непривычно видеть, что у тебя не плавает все в местном бульоне. Мне тоже непривычно, что я выбрала нормальное блюдо наконец. Похоже, тебе повезло, да, ты выбрала неплохое блюдо. Я даже чутка завидую, кальмарчики красиво смотрятся. Перекусили мы, выпили вина и портвейна несколько раз на 44 евро. Вот это сервис, я понимаю, для туристов. Эскалатор прямо в центре города. Шикарно, конечно. Можно же делать для людей. Не все так идеально в Европе, конечно, как кажется. Электричество кончилось, видимо. Эко-френдли они здесь все. Дальше идем пешком. Como se for esta noite, última vez. Смеркалось. Идем на пляж города Оура, рядом с Альбуфейрой. На улице нашли прикольный аппарат для стирки белья. Стоит прямо посреди улицы. Можете подойти и постираться. 20 минут 3 евро, 40 минут 6 евро, часовая стирка 9 евро. Прикольно. Огромные машинки на 18 килограмм. Смотрите, какой транспорт нашел прикольный. Мотороллер с тентом, древний. Как в Азии, прям такие тук-туки маленькие. Центр коммерции, ну типа рыночек небольшой здесь есть. Такое все для туристов.
А это, видимо, туристов катают. Стоят тук-туки. Их много. Вышли к морю, то есть к океану. Не могу никак научиться океан называть океаном, а не морем. Ресторанчики такие приятные. С видом на океан. Но как и везде. Но тоже не могу к ним привыкнуть. Нравится сам океан. Погода пока пасмурная, но надеемся распогодится. Инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. Дорожки прям к морю, к океану. Катамараны прикольные нашли. Но пока еще стоят на дороге. Не сезон, но забавные. Со своей водной горкой. Виды, конечно, открываются неплохие. Вот в таком домике я бы жил. Отель по форме похож на круизный лайнер. Смотрите, какой маленький уютный пляж. И людей никого. Но это потому что холодно и идет дождь. Загорать идешь? Да, сейчас купальник достану. С погодой нам, конечно, не повезло. Но конец марта. Для конца марта, наверное, неплохо. Бывают теплые дни. Баклана нашли. Охотимся. Кс-кс. А, это маленький, молодой бакланеныш. Ладно, не будем пугать. Еще молодой, неопытный. Это обилие видовых лавочек мне нравится в Альбуфере. У нас такого нет. Удобно, можно так сидеть, созерцать океан. Дождя бы еще не было. Было бы вообще супер. Местные, конечно, нас удивляют. Холодина на улице, мы уже в куртках зимних. А они загорают на шезлонгах. Как будто они из Мурманска, а не мы. Погода, конечно, для отпуска самое то. Не жарко вообще. Только очки мокрые. Вернулись в наш отель из-за дождя. На небе просто не облачко. Как будто нам показалось. И дождя на самом деле не было. Какие-то португальские эти погодные аномалии. Погода меняется просто за 5 минут. Пришли в кафешку в нашем отеле. Есть такой приятный барчик. Здесь завтраки утром. В течение дня можно попить вина, выпить чаю. Заказали чай черный. Почему-то нам дали 2 пакета и молоко. Видимо, подумали, что мы англичане и будем пить чай с молоком. А, так сейчас же 5 o'clock. А, 5 o'clock. Они в 5 же Мы пришли в чай. 5, и нам принесли чисто английский, походу, чай. Все. Мы как англичане, только по-английски говорим хреново. Зашли еще в один ресторанчик, покажем цены. Супы 4 евро, салаты 10, 12, 13 евро, пицца 15, недешево. Паста. Заказал пасту карбонара 14 евро. Цены такие. С другой стороны, мясные блюда 16, 18. Ну, в общем, в среднем по Португалии где-то за 20 евро вы точно себе купите мясное блюдо. Может быть, за 15. Гамбургеры 15. Рыба. Рыбу рекомендуем. Рыба в Португалии очень вкусная. Тоже в районе 20 евро. Может быть, чуть дешевле порция рыбы. Принесли нашу еду. Осьминог красиво смотрится. В районе 20 евро. Салатик 10 евро. Паста 15. Ну, выглядит все неплохо. Опять нам принесли чай и молоко. Англичане, конечно, не дают нормально чайка попить со своим молоком. Итого, заморили червячка, издобрили его портвейном на 71 евро.
людей не прибавилось. Интересные балкончики. Гуляем по пригороду Альбуферы. Погода переменчивая. Много пальм. И белые такие домики нам здесь нравятся, симпатичные. Также достаточно часто попадаются рестораны китайской кухни. Мы здесь не пробовали, но у себя в районе Лиссабона ходили, нам очень понравилось. Там недорого и вкусно можно поесть. Вот цены, например, супы по 2,50, хотя обычно в ресторанах они в районе 4. Закуски, блюда 6, 7, 8, но существенно дешевле. То есть в обычном ресторане блюда будут стоить в районе 15-20, здесь до 10 можно взять. Вот биф, например, все до 10 евро. Приехали в очередную Viewpoint посмотреть. Смотрите, какие шикарные виды. Но виды нам здесь очень нравятся. Вот эта береговая линия смотрится обалденно. Ну, комфортнее, наверное, на машине передвигаться. Была бы машина, можно было ездить целый день. Каждые 10 минут останавливаться, выходить, смотреть пляжи. Либо просто гулять. Шикарно. Как тебе здесь? Классно. С погодой не очень повезло. Да. Прохладно. Идем к океану. Такие тропинки здесь небольшие между домов. Но все так уютненько как-то. Вроде местами есть разрушка, но хотя вот здесь домики очень даже аккуратные, белые, покрашенные. Но все смотрится уютно. И чисто. Кто-то живет с таким видом на океан. Неплохо. Набережная городка. Городок это небольшой, в пригороде Альбуфейра, а вот название Алхоз де Агуа. Приятный. Волны сегодня не маленькие. Пальма сдувает. Сейчас пойдем вот на ту смотровую площадку. Вроде о ней хорошие отзывы. Скульптуры на набережной. Эконом-варианты жилья. Кругом много лодок. Вот это, конечно, сумасшедшие купаются. Водичка бодрая и волны такие очень сильные. Но людям нипочем. Поднимаемся на смотровую площадку. Туристы стоят. Вид неплохой, как обещали. Эти скалы красные смотрятся шикарно. И вот такого же, я так понимаю, вида, только больше. Можно погулять между этих красных скал. Дорожки здесь такие интересные. Пришли на дикий пляж. Никого нет. А вон конкуренты идут. Океан Атлантический. Ух, ползем дальше. Надеемся, что это того стоит. Поднялись. В общем, если хотите после завтрака сбросить калории, то идите сюда.
Огорожено все здесь. Красиво, чисто. Мусорок нет, но и мусора не видно. То есть люди, видимо, не засирают природу. У нас в таких местах все засрано обычно. Как-то разница, видимо, есть в голове у людей, что не обязательно засирать все кругом. Красиво. Вышли на этот пляж с красивыми скалами. Красиво, солнца нет. Вон, психи купаются. Чувствуется здесь такая мощь океана. Как тебе чувствуется? Спрятались от ветра. Зашли выпить капучинки. Цены в кафешке на пляже амбициозные. Капучино 6 евро. Стекла грязные, но мы сбежали от ветра. Экстремальное купание. Смотрится, конечно, как будто люди решили покончить жизнь самоубийством. Пляжное полотенце выдают. Ань, ты полотенце пляжное забыла. Очередной неработающий лифт на пляж. Тоже мне Европа благополучная. Даже лифты на пляж не работают. Домик такой забавный. Печь. Сделана аккуратно. Труба для печи. Прикольно. Пришел перекусить. Заставляют самому готовить. Будем жарить стейк на камне. 10 евро стоит. Недорого. Но я сам готовлю себе. Вообще мне доплачивать надо. Паленым пахнет, переваря. Но получилось неплохо. Я неплохо готовлю. За 10 евро нормально. В этом итальянском ресторанчике нам понравилось больше всего. И заплатили мы меньше всего. 34-40 евро. Очень вкусно было. Не распогодилось. В бассейне мы так и не покупались. В хорошую погоду, наверное, в этом отеле неплохо. Но вообще лучше приезжать в Альбуферу, конечно, когда теплее. Со своей машиной, чтобы ездить по красивым пляжам, смотреть красоты. На автобусе тоже можно, но перемещаться уже здесь по местным достопримечательностям не так удобно. Далеко на такси не поедешь, но посмотреть Альбуфейру, окрестности, в принципе, можно. Вот и подошел к концу наш небольшой отпуск. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. До новых встреч. Пока-пока.